Всем привет, с вами сегодня Человек и Паровоз. Даже два паровоза. Сейчас все объясню. В общем и целом, это обзор на набор 21344 из серии Ideas. Но меня давно подмывало желание потрогать какой-нибудь свежий набор не в оригинальном исполнении. А то я порой встречаю отзывы людей о том, что в наборах-репликах все собирается классно и вообще это ваше лего просто так дерет бабки. Все можно купить за сущие копейки, еще и на альтушку с альтроном останется. Про то, что есть люди, которые вообще любой пластиковый конструктор называют лего, говорить не будем, просто запишем это в заслугу датчанам. И, собственно, в какой-то момент я задумался, что было бы неплохо сравнить лицом к лицу какой-то серьезный набор с его бюджетной репликой, чтобы своими руками, глазами и прочими местами понять для себя, есть ли разница, а то, может, мне давно пора отодвинуть в сторону свои представления о правильном и прекрасном и начать закупаться контрафактом. Если коротко, я считаю, что подобные реплики это плохо, и после сборки этого гостя из Поднебесной я свое мнение не поменял. Подробнее я выскажусь в конце. Да, вы можете лепить куличики из наполнителя для кошачьих лотков, но стоит ли оно того, решать в конечном итоге вам. А пока сосредоточимся на Восточном экспрессе. И я дам максимальную общую справку того, что знаю сам, хотя не буду скрывать, информацию в голове я освежил. Итак, Восточный экспресс – это поезд, который был запущен во второй половине 19 века. Основные маршруты проходили по ветке Париж-Стамбул. В разное время маршрут пролегал через разные города и страны. На поезде сегодня можно совершить поездку. Правда, в наше время это скорее экскурсия формата люкс. Поезд был весьма продвинутым и роскошным средством передвижения для своего времени, хотя, думаю, по части комфорта те вагоны и сегодня дадут фору верхней боковушки у туалета как минимум. В роскоши я не сильно разбираюсь, а вот по технической части могу сказать, что главным новшеством были четырехосные вагоны. Да, не для экспресса эксклюзивно их изобрели, но это первый поезд, где их массово внедрили, что позволило с комфортом и скоростью путешествовать по Европе с сухопутным образом. По сути, это был первый поезд дальнего следования в нашем сегодняшнем представлении. И не мудрено, что след в культуре за полуторавековую историю он оставил немаленький. Я сходу вспомнил про роман «Убийство в Восточном экспрессе», игру Last Express и один из первых фильмов про Бонда. А тут и лего пополнила кладовую культурных артефактов. Набор наш из серии Ideas, значит, был предложен частным дизайнером и уже потом доработан командой Lego. Если мы посмотрим на оригинальное изображение из программы Ideas, то увидим, что набор доработан был радикально. Дизайнеры использовали более компактный и более старый локомотив, но пустили освободившиеся детали на дополнительный вагон. И, нужно признать, так поезд выглядит куда интереснее. Я давно хотел себе в коллекцию поездов какой-нибудь серьезный паровоз, например, давно заглядываюсь на «Изумрудную ночь», но такой бэушный стоит дороже, чем восточный. А восточный обошелся мне в 300 евро. Но набор в каких-то аспектах, возможно, будет интереснее, чем этот ваш изумруд. Во-первых, это 8-пиновый поезд. Напомню, что стандартные лего-поезда имеют ширину всего 6 студов. В каких-то продвинутых наборах, конечно, обыгрывают нестандартные размеры за счет выпуклости и впуклости, но не более. Тут все упирается в ширину колеи лего в 4 студа. Делать поезд сильно шире можно, но начнутся проблемы с балансировкой. Да и выглядеть это может некрасиво. Самодельщики, конечно, делают 8-пиновые поезда, но более интересным вариантом являются поезда на 5 или 7 пинов для тех, кто любит поуже или пошире соответственно. И в этом десятилетии лего уже успела попробовать себя в формате 7 пинов. Набор крокодил был скорее полочным, хотя и подразумевал установку блока питания и мотора как доп. Опции. Но, судя по видосу того же Кира с канала Desert Eagle, резкие повороты он брал не очень уверенно. Поэтому следующий детализированный поезд был уже шириной в 8 пин и с нестандартной шириной колеи, как бы намекая, что играм здесь не место. И это серьезная полочная модель. На самом деле, когда смотришь в инструкцию, становится очевидным, что в целом использована относительно стандартная схема расположения колес, и поставить локомотив на обычные рельсы можно, но, вероятно, возникнут проблемы с поворотами и общей устойчивостью. Но все-таки набор не относится к серии Train, и, наверное, не стоит от него хотеть слишком много. Как, впрочем, к ней не относится и наш сегодняшний гость. Так, по крайней мере, считает Брюклинг, принадлежащий лего. Восточный же экспресс имеет явный задел под моторизацию, но это я забегаю вперед. Пока нам важно знать, что, несмотря на то, что поезд продается как полочная модель, которая должна стоять на постаменте, ширина колеи у нас тут вполне стандартная. И в целом за счет некоторых приемов в дизайне вся красота локомотива и вагонов вполне гармонирует с ходовой частью. Давайте же изучать эту красоту. Поезд состоит из 4 элементов: локомотива, тендера для угля, вагона ресторана и пассажирского вагона.
Пойдем с головы. Локомотив представляет из себя паровоз на 3 приводных и 2 поддерживающих осях. Передние оси добавлены на подвижной тележке, и будто бы эта тележка делает локомотив более маневренным. Но, наверное, я ошибаюсь, ведь полочные модели в повороты вписываться не нужно. В оригинале эти оси жестко закреплены, если что. И раз уж мы полезли под поезд, то можно обратить внимание на то, как смонтированы колесные пары. Расположение шкивов очень напоминает расположение шестеренок. Таким образом, как если бы модель имела привод. Снова какие-то нехорошие мысли в голову лезут. Сам локомотив выглядит максимально солидно. Детализация, конечно, не запредельная, но для уровня коробочной модели от Lego тут все здорово. Клапана, трубки, пара мелочей в кабине. Дальше идет тендер для угля. Ну или для других энергоносителей. Например, сюда чудесным образом подходит батарейный блок Lego для поездов, а вот через эту дверку можно аккуратно вывести провода. Про возможность нажимать на кнопочку тоже не забыли. Да и третья колесная пара сделана подвижной, явно для уверенного стояния на полке. Ты что, приедешь? Сам тендер выполнен достаточно интересно, как для такой утилитарной конструкции. Ну, а дальше, собственно, начинается вся роскошь. Сначала поговорим о пассажирском вагоне. Тут 2 тамбура, но эти тамбуры служат входами в 2 отдельных помещения. В одном случае это апартаменты люкс-класса, а в другом это простое двуспальное купе. В комфортабельной части вагона у нас есть двуспальная кровать с зеркалом над ней, письменный стол с печатной машинкой, диван и собственный туалет без двери. Ибо если вы можете позволить себе путешествие в таком вагоне, вероятно, стесняться в этой жизни вам уже нечего. Печатная машинка на столе, возможно, является отсылкой к тому, что роман про убийство в Восточном экспрессе был задуман Агатой Кристи после путешествия в данном поезде. Купе для пассажиров попроще, вместо широкой кровати содержит пару полок, а вместо полноценного туалета – раковину. Хотя и тут есть чем развлечься, пассажиров ожидает свежая газета, а также партия в нарды. Под нижней полкой имеется тайничок с драгоценным камушком. Следом идет вагон-ресторан, он также имеет 2 тамбура, но ведущих уже в общее помещение. В нем у нас буфет и столики. Вроде бы ничего необычного, но все сделано с большим числом мелких деталей, едва ли не большим, чем в других местах этого поезда. Давайте сравним хотя бы с вагоном-рестораном из набора Horizon Express, который мне тоже казался весьма детальным. Топовый набор своего времени, вышедший в 2013 году. За 10 лет до сегодняшней звездочки. Про старые поезда из 90-х я вообще молчу. С общего плана поезд тоже шикарный, но, например, интересно, по какой логике выбирали, на какие детали наносить принты, а на какие нет. Например, дверей в наборе 8, по 4 левых и правых, и принтованных кирпичиков с логотипом Экспресса тоже 4 штуки. Но вот двери имеют наклейки, а кубики имеют принты. Можно предположить, что принт на двери – это что-то более сложное, но, судя по двухцветным дверям на наборах из 80-го года, задача вполне решаемая. И 44 года назад компании, которая в ту пору свои наборы дальше нескольких стран Европы поставляла не всегда. Зеркала и панно для интерьеров я сильно осуждать не стану, будто бы получилось лучше. Да, и по цвету, в отличие от обшивки, тут разнобоя нет. Вообще, конечно, интересно выходит. Когда стали появляться первые наборы для ребят постарше, вроде суперкаров из серии Техник, они как раз выгодно выделялись тем, что наклеек там не было. Мне кажется, что в этом моменте с серии 18+, Lego сворачивает немного не туда. Теперь о моторизации. Инструкция и коробка ничего о моторизации не говорят. Но я уже отмечал ряд моментов, которые явно намекают нам на то, что как минимум до какого-то момента предполагалось, что модель можно будет оснастить блоком питания и мотором. Самый очевидный вариант – моторизовать тендер стандартным набором для поезда. Вариант покруче – подумать об установке мотора в котел паровоза. И я тут не самый умный, можно найти бесплатную инструкцию на Regricable, где рассказывается о том, как это сделать. Я кое-что подправил под себя, но в целом использовал ее как основу. Набор вполне себе гоняет, хотя если вам нужно украсить какую-то выставку или вроде того, я бы все же подумал о том, чтобы как-то использовать пару моторов. А теперь давайте вернемся к самому началу ролика и сравним нашего протагониста с его восточным собратом, как бы идиотски это ни звучало. Второй набор покупался на AliExpress и ехал ко мне из Китая с остановкой у друга в Питере, ибо прямая доставка ко мне стоила больше, чем набор. Стоил набор что-то около 7000 рублей. И примерно когда набор приехал в РФ, стали появляться первые объявления с контрафактом на Авито. До этого же было только несколько лотов с оригинальным набором. Первое, что меня насторожило, это то, что вместо здоровенной посылки приехал какой-то тухлый сверток. Я даже попросил друга сделать надрез, и мы убедились, что внутри все-таки детали поезда. Кстати, привет Максиму с Юлей, и еще раз спасибо. Итак, набор получил. Давайте сравним упаковки. У оригинального набора была
транспортная упаковка, которую, правда, уже потеребонькал мой кот. У набора с AliExpress только простой мешок для посылок. У официального набора была красочная коробка, а тут только прозрачный пакет, в котором все набито похлеще огурцов в банке. Мне писали, что для китайских наборов это нормальная практика, и что есть продавцы, которые могут по запросу и в коробку наложить. Я понимаю, что коробка — это деньги, прежде всего на транспортировку, но все же думаю, можно было бы сделать хотя бы принтованный пакет, как у полибэгов, только большой. Да, я считаю упаковку важной частью опыта эксплуатации набора. Ведь даже когда у тебя есть достаточный опыт взаимодействия с новыми наборами, некоторый трепет от первого проникновения ты испытываешь. Тем более, что постепенно что-то меняется. Например, в этот раз я был приятно удивлен, когда в оригинальном наборе было ровно по одному пакету на каждый этап сборки. Не 2-3, как раньше, а ровно один. Удобно. Хлопаю стоя. А вот в китайском наборе с фасовкой беда. Часть деталей, в основном плейты, лежали в отдельных пакетах. Часть деталей были перепутаны между этапами. Например, в одном вагоне лежали только левые двери, а в другом только правые. В вагоне-ресторане не хватало одного кубика, который нашелся потом в другом вагоне шагов так через 5. Какие-то детали были в пакетах с этапом 0 и так далее. Ну и кроме того, пакеты с черными деталями, подписанные мелким черным шрифтом, это очень удобно. Возможно, если бы я разложил все пакеты заранее по этапам, это бы частично спасло мои нервы, но учитывая ошибки, только частично. И да, ребята из Китая все-таки проводят какой-то контроль качества того, что они производят, и признают ошибки при распаковке. Мне попался вот такой вот очень информативный вкладыш, который, по идее, говорит про те же двери и еще про некоторые моменты. Например, рекомендуют заменить плейты, к которым крепятся тележки, ибо явно детали из разных партий и с разными допусками. К плейтам из пакетов с номерами тележки не крепятся. И да, тележки не единственные проблемные места в плане креплений. Мой детский опыт говорил мне, что неоригинальные детали и входят туже и пахнут хуже, но, кстати говоря, специфичного запаха от набора нет. Разве что, когда я слишком долго перебирал пакеты в поисках нужного, мне казалось, что дома горит что-то пластиковое. А в плане плотности креплений в основном все терпимо. Хотя периодически видно, что зазоры между деталями то шире, то уже. Ну и всякие выступающие элементы держатся на поезде, как правило, хуже. Совсем не получилось всунуть только вот этому вот парню штифт в камеру. И да, он явно поймал мизинцем тумбочку. Еще с похожим дефектом попался один вот такой тайл. Качество пластика в целом по субъективным ощущениям немного ниже. А из объективных моментов в глаза сразу бросились вот эти большие тайлы, а потом и более мутные стекла в вагонах. Скорее всего, пластик просто более мягкий и хуже переживает транспортировку. В целом, даже Лего признает, что на новых деталях возможны сколы и царапины. Но там и пластик потверже, и упаковка организована лучше. Да, кстати, про наклейки и дефекты. Во-первых, можно обратить внимание на то, что наклейки на корпусе в оригинальном наборе какие-то оранжевые. Это вроде как пак, и можно попросить у Лего замену, как и с принтованными плитками с названиями городов. Только ленивый обзорщик не сказал, что некоторые названия городов написаны неверно. Как человек, живущий за границей почти пару лет и видящий, как порой коверкают названия населенных пунктов в разных языках, некоторые из которых еще и не по одному алфавиту имеют, могу сказать, что такие претензии кажутся полной фигней. Тем не менее, я написал в Лего запрос, может они мне чего и пришлют. Если говорить про набор с AliExpress, это явный плагиат. Инструкция это подтверждает. Я, честно говоря, не был уверен, что не положат просто QR-код с ссылкой на пережатую инструкцию. Но нет. Есть бумага, в которой на одну страницу втиснуто несколько листов оригинальной инструкции. И да, отличия есть. Первые я заметил в момент сборки переходов между вагонами. Деталь арки отличалась и отличался некоторый обвес. И дальше было больше таких деталей. Чаще всего это декор, но учитывая, что набор в целом про красоту, некоторый декор смотрится весьма всрато. Например, вместо аккуратных блюдец у нас перевернутые суповые тарелки. Или настольные лампы с пониженной детализацией. Где-то, как, например, на клапанах паровоза, проседание детализации не так заметно. Но оно есть. При этом инструкция отредактирована только в тех местах, где непосредственно ставились альтернативные детали. И на следующих шагах у нас снова кадры оригинальной инструкции. Ах да, позабавили вот такие заплатки, вклеенные вручную. Контроль качества снова передает привет. Также стоит сказать, что принтованных деталей тут сильно меньше, весь внешний декор выполнен наклейками. И если вы нервный криворукий, как я, то я вам не завидую клеить длинные, тонкие, прозрачные наклейки, у которых от малейшего мусора или касания появляется
появляются пузыри, тот еще аттракцион. И кроме наклеек, последней претензией к внешнему виду будет то, что часть деталей не совпадает по цвету друг с другом. Такие дефекты иногда бывают и у Лего, и, к слову, Лего вроде как даже высылает замену таким деталям. Еще мне не хватило как минимум одной детали тарелки, может я что-то перепутал, или мой код спер, например, плейн 2х2 из набора я нашел под опорой моего стола. Запасные детали, кстати, распределены случайным образом. Такое ощущение, что просто нет четко отлаженного процесса наполнения. Например, вот такие детали тут явно лишние, ибо пол в санузле, где они используются в оригинале, в реплике собирается принтованными деталями, а из оставшихся тайлов можно собрать себе кожаную змею. Почти ничего не сказал я про минифигурки, они такие же, как в оригинале, отличаются, как и остальные детали, точностью литья и либо отсутствием, либо более плохим качеством каких-либо деталей на принтах. С большого расстояния мы разницы, наверное, не увидим, но когда крутишь в руках, разница видна без лупы. Собирал я оба набора параллельно, это, конечно, несколько раз рождало казусы, когда я клеил не те наклейки или даже путал детали наборами, но вроде в конце все обошлось. В целом реплику с небольшого расстояния, если не знать про какие-то моменты, от оригинала отличить, наверное, все-таки сложно. И если ваша цель просто поставить что-то на полку, возможно, это ваш вариант. Хотя, может, тогда лучше поискать что-то поинтереснее. Вот, например, что я заметил на барахолке югославских товаров. А так, главный вывод, который я сделал, неоригинальные наборы все еще не дотягивают до наборов Лего. Ни по потребительскому опыту в отдельных моментах, ни по суммарному впечатлению. Даже если у вас нет денег на официальную продукцию, посмотрите лучше на наборы, которые не являются плагиатом оригинальных наборов и не пытаются заработать на чужой интеллектуальной собственности. Да, есть компании, которые честно разрабатывают свои собственные наборы или заказывают такую разработку дизайнерам и самодельщикам, а потом все это выпускают из Лего совместимых деталек. Лучше поддержать таких ребят и создать в будущем потенциального конкурента для Лего. Да и к тому же получается уникальный опыт сборки. Вообще, отношение к пиратству у меня смешанное. Я не буду покупать, например, дорогой пакет программ, если мне нужно открыть пару редких файлов. Но вот лицензию на монтажный софт я себе купил, несмотря на наличие бесплатной версии и кряков. Я вложился в инструмент, который доставляет удовольствие нам с вами, дорогие зрители. Думаю, конструктору этот подход применим тоже. Тем более, что цифровое пиратство в основном пиратов рублем не стимулирует, в отличие от реплик физических товаров. Оригинальный набор мне понравился. Больше всего я офигел от его размеров уже после сборки подставки. Но и оформление и внимание к деталям тоже на высоте. Это один из наборов, который интересно рассматривать за столом перед тем, как пойдешь спать. Даже сходу хочется сказать, что он стоит своих 300. Но тут же ловлю себя на мысли, что я начал привыкать к растущим ценам на Лего. Детали тут как в Ford Eldorado, при этом в Eldorado есть, например, паруса и пушки. Походу, деньги платим мы исключительно за фешенебельность. Электрики, как, например, в Маяке, тут нет. Есть, конечно, некоторое количество эксклюзивных деталей с принтами, но не на сотню баксов. В общем, по моим ощущениям, набор должен быть процентов так на 15 или 20 минимум дешевле, и вся цена сверху продиктована исключительно черной коробкой с пометкой 18+. И набор уже постепенно подбирается под снег эксклюзивом былых лет, вроде Horizon Express, Emerald Knight и грозового поезда компании Maersk. Если бы не таможенные пошлины в стране, где я нахожусь, и не цены на доставку, я бы, возможно, посмотрел в сторону последних. Можете, кстати, написать, что вам интереснее в комментариях, или лично высказать мне все в лицо в нашем скромном чате в телеге. Ну или можно же просто пожамкать кнопки, подписки и лайка. Хочется верить, что ролик вам понравился. Для меня это важно. Всем пока. Увидимся. Вы на Балканах, мистер Бонд. Игры с русскими здесь ведутся иначе.